Кота Самуила принесли к ветеринарам в переноске. Открыв ее, врачи были удивлены тем, в каком состоянии находится животное. Кот с трудом держался на лапах, был слабым и худым, его шерсть свалялась, а глаза тускло поблескивали от усталости. Кроме того, у него было немало различных заболеваний. Ветеринары выяснили, что переноска служила для кота домом последние 2 года, и он провел в ней долгие месяцы одиночества и страданий. Результаты обследования кота оказались печальными. Врачи давно не сталкивались с таким количеством заболеваний у одного животного. Организм Самуила был истощен, иммунитет практически не работал, а психологическое состояние оставляло желать лучшего. Врачи считали, что единственным вариантом для Самуила может быть только усыпление, чтобы избавить его от мучений. Однако одна из их коллег была не согласна с этим решением и решила бороться за жизнь кота. Лесли, молодая, но опытная ветеринар, взяла на себя ответственность за лечение и спасла ему жизнь. Лесли признается, что у нее не было уверенности в успехе, но она приложила все усилия, чтобы помочь несчастному животному. Победить физические болезни Самуила оказалось куда проще, чем преодолеть глубокую депрессию, в которую он впал из-за пережитого. Кот боялся людей, и стоило кому-то приблизиться к нему, он зажмуривал глаза и тихо плакал от ужаса. Его душевные раны были не менее серьезными, чем физические. Лесли лечила Самуила, используя для этого не только средства клиники, но и свои собственные сбережения. Ее борьба казалась безнадежной, стоило ей преодолеть одну проблему, как сразу же появлялась новая. Иногда ей казалось, что сил больше нет, но каждый раз, когда кот начинал хоть немного доверять, хоть чуть-чуть выходить из своего кокона страха, она понимала, что идет в правильном направлении. Постепенно, благодаря вниманию и заботе, Самуил начал не так сильно бояться людей и даже проявлять интерес к окружающему миру. Он осторожно следил за тем, что происходит вокруг, и со временем даже начал выходить из своего укрытия, чтобы понаблюдать за происходящим. Лечение заняло долгие месяцы. Лесли терпеливо работала с Самуилом, шаг за шагом помогая ему возвращаться к жизни. Когда его состояние стабилизировалось, она поняла, что ему нужен настоящий дом и человек, который сможет подарить ему любовь и заботу. Поиск хозяев оказался непростой задачей. Самуил вырос, окреп, превратился в крупного и красивого кота, но его болезни оставили свой след, и он нуждался в особом уходе. Найти того, кто согласился бы взять на себя такую ответственность, было крайне сложно. Однако Лесли не сдавалась. После долгих поисков нашелся человек, готовый подарить Самуилу дом. Теперь кот живет у Брайана Смита, мужчины, который узнал о нем из социальных сетей. Едва дочитав историю кота до конца, Брайан понял, что не может оставить его без дома. Он связался с Лесли и сообщил, что хочет забрать Самуила к себе. Встреча прошла удивительно тепло. Несмотря на все страхи, кот сразу почувствовал в Брайане доброту и искреннюю любовь. Уже по дороге в новый дом он доверчиво устроился у мужчины на руках, как будто наконец-то нашел свое место в этом мире. Теперь Самуил счастлив. У него есть дом, в котором тепло и уютно, человек, который его любит, и спокойствие, которого он так долго был лишен. Эта история– напоминание о том, что даже самые сломленные души могут найти исцеление, если рядом окажется тот, кто готов бороться за них.